Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, народные приметы на 24 октября. В этом видео поговорим о церковном календаре на этот день, уделим внимание народным приметам на этот день, а также что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 24 октября. Давайте вместе с вами будем разбираться. Итак, 24 октября православная церковь чтит память апостола от 70 Филиппа, а также Феофана Исповедника и епископа Никейского. Давайте буквально пару слов о каждом святом. Итак, начнем с Феофана Исповедника и епископа Никейского. Преподобный Феофан родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье, и вместе со старшим братом Феодором его отдали в обучение пресвитеру в лавру святого Саввы, где они впоследствии приняли монашеский постриг, а через несколько лет Феофан сам стал пресвитером. В это время поднялась волна иконоборчества, и иерусалимский патриарх послал братьев в Константинополь, чтобы там защищать православие. Братья отважно исполняли свой долг, за что им пришлось вынести тяжелые испытания. 25 лет, а это с 817 по 842 год, их мучили иконоборцы, морили голодом и держали в заточении. Но их борьба с иконоборческой ересью началась в дни царствования императора Льва Армянина и продолжалась при Михаиле Косноязычном. А вот при императоре Феофиле их страдания были особенно тяжкими. После пыток святых заточили в местечке Апамея, где Феодор скончался около 840 года. Феофан дожил до окончания инакоборческой ереси, его вернули из ссылки и рукоположили в сан епископа Никейского. Несмотря на то, что значительная часть жизни его прошла в заточении и в ссылках, он оставил после себя большое число произведений. Святитель написал около 150 канонов, в том числе канон в защиту икон. Скончался преподобный около 847 года. Теперь поговорим об апостоле Филиппе. Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской, был женат и воспитывал детей. Иисус избрал Филиппа в число 70 апостолов. После 12 апостолов поставили его на диаконское служение в Иерусалимской церкви и поручили, как и прочим 6 диаконам, заповедовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах и убогих. Когда начались гонения на христиан, и старшего перводиакона побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию и там успешно проповедовал. В числе обращенных апостолом в веру был знаменитый волк Симон. По оказанию ангела апостол отправился на дорогу, соединявшую Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Ефиопской, который тоже обратил в христианство. Апостол Филипп неутомимо проповедовал во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в Лидию, где он крестил многих. Скончался апостол Филипп в глубокой старости. На Руси апостол Филипп считался покровителем мельников, и именно поэтому святому люди, имеющие мельницы, ставили свечки, желая получить хороший помол жерновов и большое количество клиентов. Ну и в народе этот день назвали как Филиппов день, день Филиппа или Филиппова канитель. Дело в том, что в этот день, 24 октября, крестьяне привозили на мельницу зерно для обмолота. Первыми инструментами для измельчения пшеницы были пестик и ступка. Впоследствии зерно стали перемалывать, а не дробить. С годами процесс измельчения совершенствовался, и со временем были созданы ручные мельницы. Их основу составляли жернова, это массивные плиты, между которыми перемалывалось зерно. Нижняя пластина была отремонтирована, и зерно высыпалось через специальное отверстие в верхней пластине. Мельница приводилась в движение силой мышц животных или человека. Тяжелые и большие жернова вращали быки или лошади.
Ну а после создания ручной мельницы молоть зерно стало легче, но эта работа по-прежнему все-таки оставалась сложной. Ситуация изменилась только после строительства водяных мельниц. Скорость течения рек на равнинных участках недостаточно для поворота колеса силой струи воды. Для создания необходимого напора уровень реки искусственно поднимали и направляли струю по желобу на лопасти колеса. Ну и, конечно же, со временем устройство мельниц совершенствовалось. Были построены ветряные мельницы, лопасти которых вращались от ветра. Ветряные мельницы, как правило, строились в тех местах, где поблизости не было водоемов. Другое название этого дня, 24 октября, как Филиппова канитель. Это было связано с тем, что в этот момент начинается время слякоти, грязи, когда дороги становятся непроходимыми. С этого момента дни начинали тянуться. И издревле в этот день наши предки придерживались интересного обряда. Славяне считали, что если на Филиппову канитель на реке лед установился, обязательно стоит походить по нему. Говорят, что тот, кто так сделает, будет иметь много денежных средств. В этот день представительницам слабого пола запрещалось пренебрегать рукоделием. Лучше всего начать было новую вышивку канителью. Канитель – это, знаете, такая тончайшая ниточка, которую вытягивают из золотой или серебряной проволоки. Ее использовали для рукоделия. Из-за сложности в производстве этой нити любое хлопотное дело люди стали называть канителью. Ну, а Филиппов день по традиции ходили на водоемы. Если они уже стояли во льду, то обязательно ходили по нему. В народе, как мы уже сказали ранее, была такая интересная примета, что таким образом можно было наладить свое финансовое положение. После того, как путь будет пройден, нужно взять монетку и кинуть ее назад, встав спиной к реке. Женщины на Филиппову канитель собирали палки, связывали их и таким веником подметали от порога дома к воротам, чтобы никто худой не зашел в дом. Такой ритуал оберегал не только от плохих людей, но и от мошенников. К этому дню скот уже не выпускали из хлева, однако двери в него открывали, чтобы Филипп глянул на домашнюю скотину и загрязнил дорогу болезням и всевозможным неприятностям. Существовало поверье, что после такого ритуала животные будут в целостности и сохранности. Заканчивались к 24 октября и гуляния. Теперь все были заняты посиделками в доме, где женщины и девушки пряли, ткали и изготавливали различные амулеты, обереги, талисманы и читали магические слова. Как же правильно изготовить своими руками было любовный амулет. Наши предки брали алую ленту, связывали ее в бант, на одном конце вышивали первую букву своего имени, а на втором любимого человека. Затем обвязывали вокруг своей голой левой руки, сверху надевали вещи и носили до тех пор, пока не встречали своего любимого. При встрече шепотом говорили такие слова: «Как эта лента яркая, так и наша любовь будет пламенная». На узел завязала, навеки друг к другу привязала. После этого обязательно надо было дотронуться правой рукой левого плеча парня. Этот бант не развязывать, сохранять в укромном месте, чтобы никто его не нашел и не развязал. Иначе считалось, что амулет потеряет свою силу. Также в этот день считали и денежный обряд. Для этого брали корзину, на дно клали солому, сверху холщовую ткань, а после немного грязи, проговаривая такие слова: «Филиппова канитель будет полон мой кошель. Денег станет как грязи и богатства кучи в запасе. Как грязище не перелопатить, так и скарба моего не искрутить». Эту корзину надо было поставить к тому месту, где хранятся денежные запасы на 3 дня. После повесить на дерево в саду. В этот день также проводили и охранный обряд. Каждый хозяин волновался о своей скотине, поэтому 24 октября проводили следующий обряд. Мужчина шел в коровник, гладил свою кормилицу от головы к хвосту и говорил: «Моя коровушка, моя буренушка, я тебя от злого глаза заговариваю, чтобы все лихо мимо тебя прошло, чтобы холод и голод не мучил, чтобы ты здорова и крепка была. Аминь». Потом трижды ее крестил и уходил, запирал хлев и запечатывал грязью порог.
Вы знаете, праздник под названием Филиппова канитель 24 октября был полон народных примет. Если к этому времени на земле уже был снег, который не растаял, то люди понимали, что зима где-то рядом. Если на Филиппову канитель с утра начинался снегопад, это означало, что зима будет суровой. Если речки успевали покрываться льдом, это говорило о ранней весне. К слову, лед мог обернуться и прибылью, но для этого полагалось погулять по нему. Если на Филиппов день продолжался листопад, это означало, что год будет непростым во всех смыслах этого слова. Также на Руси было принято следить и за поведением домашних животных. Если они вели себя спокойно, а птицы прятали голову под крыло, значит, в скором времени погода ухудшится. 24 октября именины отмечают Зинаида, Феофан, Филипп, Антон, Мартин, Анатолий и Александр. Люди, рожденные 24 октября, легкие на подъем и обладают природной сообразительностью. Из достоинств это то, что они, имея врожденную сообразительность и везение, легко добиваются больших высот. Да, были у таких людей и недостатки. Дело в том, что часто человек в достижении целей ориентировался только на собственное везение, из-за чего попадал в различные сложные ситуации. Ну а в качестве оберега и талисмана человеку, рожденному Филиппов день, лучше всего подходил горный хрусталь. Сны, увиденные в ночь с 23 на 24 октября, призваны были показать, насколько вы далеки от желаемой цели. Сновидения этих суток обычно довольно образные, трудно понять их неправильно. Так, если во сне вы мчитесь на коне, стремительно идете куда-то или кружитесь в танце, а в жизни в этот период у вас объективно ничего не происходит, значит, пора подумать о компромиссах, где-то усилить, а где-то ослабить хватку. Если в ночь с 23 на 24 октября вы видите себя самого в привычной роли, в привычном окружении, значит, все идет по плану, но не такими, возможно, высокими темпами, которые возможны. Попробуйте оптимизировать трудовые затраты. Что же можно было делать 24 октября? Вы знаете, считалось, что день этот удачен для смелых и для умных. В этот день крестьяне обязательно отправлялись на водоемы. И девушки в этот день издревле занимались рукоделием. И считалось, что это поможет провести день достаточно легко и хорошо. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать в этот день, 24 октября. Народные приметы и поверья строго предупреждали, что в день Филиппа ни в коем случае нельзя пересчитывать свои финансовые запасы. У того, кто не прислушается к совету, денег в скором будущем станет в разы меньше. На Филиппову канитель запрещалось оставлять свой дом неприбранным. На Руси верили, что тот, кто не наведет чистоту именно 24 октября, на весь следующий год в грязи деньги потеряет. Поэтому, если возможность провести генеральную уборку не было, то нужно прибраться хотя бы частично. Можно вымыть посуду, подмести, навести, например, порядок на полках и в шкафах. Также ни в коем случае нельзя 24 октября переедать. Употреблять нужно столько пищи, сколько организму требуется для нормальной работы. Считалось, что с излишком пищи можно проглотить и достаток, и благополучие всей семьи. Строжайший запрет наложен был на игры с огнем в день почитания апостола Филиппа. На Руси полагали, что яркий свет накануне наступления зимы может привлечь в дом нечистые силы, которые захотят погреться у пламени, а с ними обязательно придут несчастья и потери. Запрещается в этот день ссориться, конфликтовать, обижаться и ходить в лес. Говорят, что если отправиться в лес в этот день, можно встретить опасность, которая заведет вас в могилу. Особенно это касалось молодых девушек. Также в этот день нельзя было смотреть на ворон. Говорят, что вороны могут наслать проклятие на любого, кто будет на них смотреть, даже если вы делаете это через окно. Старайтесь игнорировать этих птиц, и они не будут беспокоить вас, а наоборот смогут принести счастье и достаток в ваш дом.
По народным приметам нельзя, чтобы на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет, иначе луна просто-навсего может забрать красоту, очарование и привлекательность. Также запрещалось в день Филиппа откладывать дела на завтра. То же самое касается и планирования поездок. И сегодняшняя канитель может негативно отразиться на материальном благосостоянии, а также на профессиональных делах. Также в день Филиппа нельзя делать маникюр и педикюр. По народной примете можно срезать с ногтями свое здоровье. После таких процедур начать мучить вас могут разные болезни, напомнят о себе и хронические болезни. Также 24 октября запрещено есть сладости, иначе можно попасть в руки лжеца, который будет говорить лестные речи, а в итоге обворует или же втянет в какую-то рискованную аферу. Друзья, вот такой у нас с вами день, 24 октября, по народным приметам и церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.